Внутренняя свобода. Представленная здесь попытка психологического описания и психопатологического объяснения типичных черт характера, которые формировались у заключенного за годы пребывания в лагере, может создать впечатление, будто состояние человеческой души неумолимо и однозначно зависит от окружающих условий. Ведь, казалось бы, в лагерной жизни своеобразная социальная среда принудительно определяет поведение людей. Но против этого можно с полным правом выдвинуть возражение, задать вопрос: а как же тогда быть с человеческой свободой? Разве не существует духовной свободы, самоопределения, отношения к заданным внешним обстоятельствам? Неужели человек действительно не более чем продукт многочисленных условий и воздействий, будь то биологические, психологические или социальные? Не более чем случайный результат своей телесной конституции, предрасположенностей своего характера и социальной ситуации? И в особенности, разве реакции заключенных действительно свидетельствуют о том, что люди не могли уклониться от воздействий той формы бытия, в которую были насильственно ввергнуты, что человек вынужден был полностью подчиниться этим влияниям, что под давлением обстоятельств, господствовавших в лагере, он не мог иначе? На эти вопросы есть ответы как фактические, так и принципиальные. Фактические основаны на моем опыте. Ведь сама жизнь в лагере показала, что человек вполне может иначе. Есть достаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолевать апатию, обуздывать раздражение, что даже в этой ситуации, абсолютно подавляющей как внешне, так и внутренне, возможно сохранить остатки духовной свободы, противопоставить этому давлению свое духовное «я». Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в колонне, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с кем-то делились последними крошками хлеба? И пусть таких было немного, их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего — человеческой свободы, свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. И это так или иначе у них было. И каждый день, каждый час в лагере давал 1000 возможностей осуществить этот выбор, отречься или не отречься от того самого сокровенного, что окружающая действительность грозила отнять от внутренней свободы. А отречься от свободы и достоинства значило превратиться в объект воздействия внешних условий, позволить им вылепить из тебя типичного лагерника. Нет. Опыт подтверждает, что душевные реакции заключенного не были всего лишь закономерным отпечатком телесных, душевных и социальных условий, дефицита калорий, недосыпа и различных психологических комплексов. В конечном счете выясняется, то, что происходит внутри человека, то, что лагерь из него якобы делает, результат внутреннего решения самого человека. В принципе, от каждого человека зависит, что, даже под давлением таких страшных обстоятельств, произойдет в лагере с ним, с его духовной внутренней сутью. Превратится ли он в типичного лагерника или останется и здесь человеком, сохранит свое человеческое достоинство. Достоевский как-то сказал: «Я боюсь лишь одного — оказаться недостойным моих мучений».
Эти слова вспоминаешь, думая о тех мучениях, чье поведение в лагере, чье страдание и сама смерть стали свидетельством возможности до конца сохранить последнее, внутреннюю свободу. Они могли бы вполне сказать, что оказались достойны своих мучений. Они явили свидетельство того, что в страдании заключен подвиг, внутренние силы, духовная свобода человека, которую у него нельзя отнять до последнего вздоха, дает ему возможность до последнего же вздоха наполнять свою жизнь смыслом. Ведь смысл имеет не только деятельная жизнь, дающая человеку возможность реализации ценностей творчества, и не только жизнь, полная переживаний, жизнь, дающая возможность реализовать себя в переживании прекрасного, в наслаждении искусством или природой, сохраняет свой смысл и жизнь, как это было в концлагере, которое не оставляет шанса для реализации ценностей в творчестве или переживании. Остается последняя возможность наполнить жизнь смыслом, занять позицию по отношению к этой форме крайнего принудительного ограничения его бытия. Созидательная жизнь, как и жизнь чувственная, для него давно закрыта. Но этим еще не все исчерпано. Если жизнь вообще имеет смысл, то имеет смысл и страдание. Страдание является частью жизни точно так же, как судьба и смерть. Страдание и смерть придают бытию цельность. Для большинства заключенных главным был вопрос, переживу я лагерь или нет. Если нет, то все страдания не имеют смысла. Меня же неотступно преследовало другое. Имеет ли смысл само это страдание? Это смерть, постоянно витающая над нами. Ибо если нет, то нет и смысла вообще выживать в лагере. Если весь смысл жизни в том, сохранит ее человек или нет, если он всецело зависит от милости случая, такая жизнь в сущности и не стоит того, чтобы жить.